Всем привет! Ворота на свой участок я сделал, а вот с их шириной я немножечко протупил. Почитав, что бетономешалка в среднем имеет ширину 2,5 метра, то подумал, что моих 3-метровых ворот с головой хватит. Но я почему-то не учел, что бетономешалка наискосок, а длина бетономешалки около 10 метров не войдет. Поэтому секцию забора, следующую за воротами, мне придется делать съемно открывающейся. Для этого, конечно, придется спилить этот столб и укреплять его, для того, чтобы его не сдуло ветром вместе с воротами, с помощью отдельной конструкции. Вот ей я сейчас и займусь. С помощью бура бурю лунку, в которой буду бетонировать металлическую трубу, в которой будет входить закладная укрепителя для этой секции забора. Сам приемник для закладной — это профильная труба 50 на 50, которую я снизу буду заваривать, для того, чтобы бетон не попал внутрь, заполнив нужное пространство. Заварил специально с небольшими отверстиями, для того, чтобы, если какая-то влага будет попадать внутрь этой трубы, чтобы она через какие-нибудь там микротрещинки уходила в землю. Нужного размера трубы решил не покупать, сварил две трубы 40 на 20 вместе. И вот такой квадрат получится намного жестче, для того, чтобы укрепить свой забор. Заливаю лунку раствором бетона, сделал пожиже, для того, чтобы легче было утапливать трубу профильную. Вручную, конечно, не получилось, поэтому мини-кувалдочка пришла на помощь. Делаю все возможное, чтобы бетон не попало внутрь. Примерно за подлицо получилось с бетоном основание для закладной. Теперь, перед тем, как я отпилю основной столб забора, нужно отпилить перекладинки, верхнюю и нижнюю, и к ним приварить петли, на которых будет открываться либо сниматься эта секция забора. Как раз на этом столбе у меня заканчивается лист профнастила, так что повезло, сам профнастил пилить не нужно. Эти огромные петли подогнал мне тесть, за что ему большое спасибо. Такие петли, думаю, выдержат любую нагрузку. Как ни старался закрыть фанерками, но все равно немножко пропалила сварка, поэтому это нужно в срочном порядке будет закрашивать, чтобы там не началась ржавчина. А вот снизу закрыть получилось лучше. Теперь спиливаю основной столб, оставляю сантиметра 1,5, если в будущем захочу приварить обратно. Ну и также внутрь я хочу наварить немножко трубы, чтобы этот столб как бы одевался снизу, чтобы не было люфта. Изначально открыть ворота не получилось, так как лист профнастила оказался ниже высоты уголка, по которому отъезжают ворота. Поэтому пришлось на ходу придумывать вот такую вставку, с помощью которой можно будет приподнять ворота и вставить ее между петлями, чтобы немножко приподнять эту секцию забора. Честно скажу, с дуру чуть не снял полностью с петель эту секцию забора. Слава богу, что не снял полностью, иначе они бы свалились просто на вот ту бетонную плиту, которая за забором. И труба была бы моему профнастилу. Тут сразу пришла в голову мысль, что сверху нужно будет поставить ограничитель, для того, чтобы когда-нибудь так не получилось. Ну и слава богу, ворот открываются просто отлично, петли прекрасно работают. И эта вставочка делает свое дело.
Сразу после этой работы займусь перекрашиванием металлокаркаса. Это, конечно, ужасное, убогое, ржавое зрелище. Сразу отмечаю верх, на котором нужно будет установить ограничитель для петель. Внутри столба наварил немножко трубы, чтобы сам столб вот так вот на них одевался, чтобы снизу он не шатался. Ну а сверху его будет держать сама конструкция, которую я сейчас пилю. Это будет нижняя закладная. Как видите, получился большой люфт все-таки, потому что труба получилась 40 на 40, поэтому толщину ей буду придавать металлической полосой. Не приваривал полностью на всю длину, приварил только снизу и сверху. И вот эти точки сварки сделал специально для того, чтобы прям плотно заходила без люфта нижняя часть укрепителя. Люфт практически отсутствует, что хорошо скажется на надежности укрепления забора. Вот такая вся конструкция получилась от подземной части до верха. И вот эта П-образная часть будет заходить на верхнюю часть забора вместе с роликами. Осталось только выставить забор строго по вертикали и найти центр для того, чтобы просверлить под болт. Накручиваем гайку, зажимаем, и в принципе это временное укрепление готово. Почему временное? Потому что когда будет здесь полноценный гараж с навесом, то, конечно, это уберется. И этот столб вместе с роликами с этой конструкцией я приварю и укреплю к крыше гаража или навеса. Сверху в столб я закрутил болт, который предотвращает эту секцию забора от полного снятия. На высоту этой металлической вставки под петли, которую можно вставить как в верхнюю, так и в нижнюю петлю. Принципом рычага можно поднять эту секцию забора, вставить эту вставочку. Если надо эту секцию полностью снять, выкрутил болт из столба, выкрутил болт с этого крепления, убрал укрепление и можно снять полностью. С обратной стороны еще раз говорю, что мне повезло, что не нужно было пилить профнастил. Как раз лист закончился на месте, где я отрезал перекладины. Там получились петли. Ну, временно, наверное, закручу 2 самореза, чтобы можно было легко их выкрутить, для того, чтобы открыть эту секцию забора. Ну и вот такой получился финальный вид. Покрасил. Еще раз скажу, что это все-таки временное решение, потому что потом, когда здесь будет полноценный гараж, я этот столб закреплю к навесу. И открываться эта секция будет, скорее всего лишь несколько раз. Первый раз для бетономешалки, второй раз, возможно, для подсыпки какого-нибудь КАМАЗа строительного мусора для поднятия дома над участком. Ну и все, друзья, поделился с вами идеей, как можно сделать одну секцию забора съемно открывающейся, если вдруг что-то не продумал изначально. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Здесь еще будет много чего интересного. Всем пока.